Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами сделаем укрепление натуральных ногтей моделирующим гелем. Эти ноготочки у меня в таком виде в укрепленном ходят уже 2 года. Мы их только корректируем. Перенаращивание не делали уже черти сколько времени, да и в принципе такая длина в перенаращивании не нуждается. Поэтому делаем коррекцию, приводим ручки в порядок, красим новый цвет и отпускаем довольного клиента. На самом деле коррекция укрепленных ноготков это очень быстро, иногда это даже быстрее, чем гель-лаковое покрытие. В принципе, можно сделать точно так же без опила, точно так же выложить в капельку моделирующий гель, выровнять его в линзочку по блику, но я люблю пилить, поэтому всегда опиливаюсь. Итак, что же мы делаем? Классическим способом подготавливаем ноготочки. В принципе, под любой моделирующий материал ноготочки готовятся одинаково. Мы сняли старый гель, придали форму натуральному ноготочку, запилили отросшую часть, убрали птериги, нанесли праймер, нанесли базовый гель и в одну капельку выкладываем замес. Как вы видите, в принципе, он выкладывается замечательно, блик у него получается замечательный, но я все равно его буду пилить, потому что я пилежный маньяк. Я пилю все, всегда и всех, поэтому неопиленные ногти я не люблю. Ну а вы как хотите. Если вам нравится в таком варианте, то зачем вы будете тратить время на опил? Потому что в принципе и опил это тут того не очень-то много, просто подсобрать материал с боков и столкать его больше наверх. Так ноготочки получаются менее пузатыми и более стройными. Они сразу же худеют с 50 размера на 42. Эх, если бы и мне так можно было, взял пилочку в руки и минус 2 размера одежды. Ну а дальше покрываем наши ноготочки, как обычно, как я люблю, в 2 слоя. Первый слой от фонаря чисто серединку, а на втором слое уже доводимся аккуратненько, внимательно во все те щели, которые нам необходимы. Это в смысле под кутикулу и боковые валики. Пальчик под дизайн выделяем цветом, в данном случае у нас голубенький. Здесь я увидела, что что-то у меня там под ногтем висит, нужно срочно удалить. На самом деле удалять надо было, конечно же, пилочкой, да, все понимают, что это было неправильно, но тем не менее, так же быстрее. Ну и в принципе, удалилось же, почему бы и нет.
Покрываем в 2 слоя голубой цвет, хотя его можно было покрыть и в один, но тут что-то я решила, что все-таки в 2 слоя будет, наверное, интереснее. Ну, просто сильно быстро нельзя же коррекцию делать человеку, да? Надо ж хоть где-то что-то как-то долго делать. Вот, будем покрывать в 2 слоя голубой. Ну и собираем очень быстренький цветочек. Капелька и потянули. Мы делаем из этих капелек такой себе стилизованный ирис. Почему ирис стал для меня самым весенним цветочком, я не знаю. Но почему-то так получилось, что мы в этот раз нарисовали... Ну вот он сам нарисовался. Не знаю, откуда он взялся, серьезно. Нарисовали ирис, нарисовали ирису листики и добавляем еще несколько оттенков. Берем тот же синий, которым мы красили ноготочки в основной цвет, и берем голубенький, этот цвет нашего фона под дизайн, разбавленный немножечко с белым. Вот этими цветами вырисовываем наш цветочек, делаем на него обводочку. А вот в этом месте мне показалось, что камера моя сказала, что она сдохла. Поэтому была выстроена вот такая вот сумасшедшая конструкция из телефона, лампы и всего остального для того, чтобы доснимать вам процесс прорисовки этого цветочка. Но при этом камера замечательно себя чувствовала и замечательно работала, поэтому зачем я это сделала, я так и не поняла. Видимо, опять же из соображений того, что слишком быстро клиента отпускать с коррекции просто не камильфо. Надо же его продержать все-таки 2 часа, на которые он записан. А тем временем прорисовываем белой красочкой наш ирис и получаем вот такой вот потрясающий цветочек. На самом деле он безумно простой и смотрится потрясающе красиво. Поэтому возьмите его на вооружение. В весенний период он вам будет просто палочкой-выручалочкой.
Вот, собственно говоря, и все. Вот такой дизайн ногтей у нас получился. На самом деле ноготочки получились прям потрясающе красивые, очень нежненькие, очень ненавязчивые, такие, как любит это моя клиентка, поэтому мы остались обе довольны. Мы же с вами встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!